Здравствуйте! На MasterGuitar.com проект для начинающего гитарного мастера. Классическая гитара из очень хорошо выдержанных сосны и дуба, добытых из обычной дверной коробки. Сама по себе сосна очень музыкальное дерево. Проект интересен тем, что работа с массивом сосны – это не возня с фанерой. Вы получите навык работы с массивом и очень хороший конечный результат. Для начала осмотр материала. Конечно, много дефектов. Вмятины, дырки от гвоздей, сучки. Сучков может быть очень много. Внутри могут быть смоляные карманы. При первичном осмотре как раз и нужно решить, где будут размещаться ваши части гитары. То есть нужно максимально отсечь все видимые дефекты. Но оставьте себе хорошие запасы, потому что внутренние дефекты, как смоляные карманы или какие-то дырки от гвоздей, вы можете просто пропустить, и они станут видны уже на распиле. Не менее важный вопрос – это радиальность дерева. То есть заготовки нужно выпилить таким образом, чтобы соблюсти радиал, хотя бы выжать максимум из имеющихся у вас палок. Сверху наличник дубовый. Это для плотных деталей гитары, как накладка, подставка, канты. И вот слева это большие брусья, это брусья сосны. Вот есть сосна посветлее, вот вы видите, сверху. И слева вот этот брус, до половины они светлее. Я думаю, что это разноцветная, более светлая заболонь сосны. Если дефекты не получится полностью убрать в обрезке, тогда хотя бы постарайтесь сместить их в какие-то неважные области гитары, как, например, под подставку, под накладку, либо в талию, то есть уйдет потом в обрезке. И не экономьте на длине. Еще раз. Вот попиленные заготовки. Вот вы сверху дека. Вот справа вот эти брусочки поменьше, это пружины и рипы, потом дно и обечайки длинные. Вот эти более короткие сверху сосновые, это тоже дно, это уши дна. Толщина напиленных заготовок где-то около 4-4,5 мм. Для деки можно потоньше. По распилке пружинок и рип будет специальный урок. При распиле я руководствовался качеством материала в рамках имеющегося, а не какими-то дефектами, небольшими дефектами типа дырок от гвоздей. То есть я сразу смирился с тем, что возможно они будут в каких-то очень видимых частях гитары. Но в общем для деки по крайней мере все обошлось. Вот это станочек, на котором я все распилил. Сейчас расстояние выставлено для накладки. Сверху она была. Вот накладочка. Это около 7, 8 даже может быть миллиметров я сделал ее. Также старался выжать максимальный радиал для деки. Приемлемо получилось и для дна с обечайками. Также у обечаек я постарался обойти все сучки, чтобы сучки не попали в изгибающиеся части обечаек, чтобы не поломаться при гнутии. Вот этот сучок, который вы видите как раз, он уйдет в обрезки. И на нем изгибания не будет. Либо дефекты можно оставить на участке, где обечайка гнется не сильно, то есть сразу после талии, либо в большом овале. Далее все заготовки я привел к одной толщине. Увлекательный пазл по составлению деталей. Вы видите, что заготовки намного длиннее. Ширина этих 4 заготовок соответствует ширине дна в талии. Все дефекты, эти дырки от гвоздей, сучки маленькие и большие я разместил в талии, чтобы ничего уже к большим сучкам не приклеивать и разместить их всех на внутренней рипе, чтобы исключить какие-либо искривления материала на сучках. Далее операция фугования. Это мой фуговальный станок, самодельный. Тут закреплен нож. Очень важно, чтобы он был очень острым, тогда работать максимально удобно. И опоры должны быть длинные и ровные. Нож сделать лучше чуть-чуть ниже плоскости стола.
Клеить части дна и деки я буду по частям. Вот это мой стол для склеивания заготовок. Справа заготовки прикреплены к столу. И слева вот вы видите клинышки, которые упираются в специальные упоры, которые в свою очередь регулируются в зависимости от заготовок. Этот стол универсальный, на нем можно склеить практически все. Центральная струбцина просто упирается, чтобы заготовки не прогибались посередине. Это заготовки уже для деки. Здесь я постарался исключить какие-либо вообще сучки. Перед тем, как склеить, я смачиваю торец дерева влажной тряпочкой. Вот. Склеиваю дно также по частям. Склеиваю полоски по две, а потом склею их между собой. Склеивать я, конечно, мог на своем столе, но я решил применить такой вот кустарный способ, используя скотч. На таком узком столе, как этот, можно и выполнить склейку предыдущих частей дна. Можно закрепить струбцинами с одной стороны, а те упоры, палочки, которые у меня были, точно так же просто прикрепить струбцинами, чтобы исключить какие-то сложные конструкции. Скотч обладает некоторой эластичностью, поэтому прижимает заготовки. Сверху рубаночки лежат для того, чтобы скотч не отклеивался. Вот другой способ склеить половинки с помощью направляющих палочек и резинки, которая также стягивает заготовки между собой. Далее я фугую уже только эти три половинки, и это уже я пропускаю. И вот склейка этих трех частей. Тут я уже подкладываю газету, видите. Не забывайте это делать. При составлении частей я также руководствовался правилом симметрии деки. Справа вы сейчас на заготовках можете видеть несколько обрезанный сучок, он совсем краешек его попал. Тем не менее, его нужно разместить таким образом, чтобы он попал в обрезки деки. Далее опять дно. Я приклеиваю уже ушки. Тут дно закреплено посередине, а по краям я уже устанавливаю упоры для клинчиков. Вот как раз слева вы можете видеть такой простой способ. Просто струбциной закрепить на столе небольшой пенечек, между которым оставить щель ровно для клинышка. Вот дно сразу после склейки. Вы видите, что огромный этот сучок уйдет в обрезки. Вот эти неприятные отверстия, дырки, точнее от гвоздей сверху, вот они, может быть, не очень заметны, но сверху они идут прямо вдоль плоскости дна. Мне даже потом придется немного перекосить дно, чтобы одно из отверстий полностью было вырезано.
так как оно меня все-таки немножечко надурило и попало в чистый размер дна. Эти отверстия придется просто заделывать. Вот. Следующая операция — это работа с декой. Вот то же самое, только с декой. Получается, сейчас я уточняю, вот перед тем, как обрезать деку или дно, нужно уточнить эту линию. Вот видите, она сдвинулась на 3 мм. Вот, обрезаю деку и дно я электролобзиком, с пилкой очень тонкой и без разводки, для того, чтобы как можно аккуратнее делать эту операцию. Зубчики там очень маленькие, и они без разводки не выдирают материал. Вот эта вот трубочка, она сдувает пыль сразу после пилы. Вся операция по обрезанию деки не попала, потому что я неправильно установил камеру и все попало за кадр. Но самое главное вы видите. Оставляйте где-то полсантиметровые поля, для того, чтобы если вы что-то выколите лобзиком, либо потом что-то где-то ударите, чтобы все это ушло. Получается, у вас будет это поле и потом еще ширина канта. Вот уже дека приведена к своей примерной, очень близко по толщине. И вот эти вот отверстия, которые вы видели на деке, у меня попадают точно под подставку. Я специально это задумал еще на этапе бруса. Задумал, что эти отверстия попадут под подставку. Слева вот этот очень наполненность смолой просто уйдет также в обрезки. Приклейка розетки. Вот это мягкая упаковочная пленочка для того, чтобы продавить розетку по своему пазу. Далее обрезанное по периметру дно и также обработка его рубанком. На этих сучках, конечно, не очень приятно работать рубанком, приходилось работать в цикле или притиром. Определитесь сразу с лицевой стороной, чтобы ошибки, если уж и совершать, то на внутренней. Вот вы видите, что как раз сучки у меня вышли на талию. Готовый внешний вид деки, в общем-то и гитары, и дна. На сайте по ссылке вы найдете статью с подробным описанием этих этапов. До встречи на следующем уроке по распилу рип и пружин.